Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа. Мы говорим о футболе. И сейчас хотелось бы поговорить и узнать мнение Дмитрия Федорова по поводу скандала, который разразился в ФИФА. Наверное, вы знаете, что определенные появились сведения о том, что часть членов исполкома ФИФА, ну так скажем, берут деньги за то, чтобы отдать предпочтение той или иной стране, возможной, которая будет принимать чемпионат мира. Ну, вообще, как снежный ком все нарастает. Сначала появилась вот эта информация от британских журналистов, которые умеют это делать очень. Они представились лоббистами, нашли контакты, вышли, значит, на людей, которые принимают решения. Это и от Нигерии человек, и от Таити. В общем, Таити это совсем футбольная у нас страна. Вот, уже называются конкретные суммы, за которые готовы были свой отдать голос эти люди. Потом появилось заявление члена исполкома, по-моему, УЕФА, если я не ошибаюсь, с Кипра, который говорит о том, что и Польша, и Украина получили чемпионат Европы благодаря каким-то взяткам. Тоже называются цифры. Говорят, что есть свидетели, их показания уже взятые, там и есть это все в наличии. Ну, не знаю, как это все будет развиваться, смогут ли хоть что-то доказать, но то, что вокруг ФИФА разгорается скандал, это совершенно очевидно. Об этом уже говорят, пишут. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, можно сказать, что ФИФА это аналог масонской ложи. То есть это структура, которая живет по своим законам, она совершенно не ориентируется на законы общества. И в любой момент, если против ФИФА будет инициировано какое-то серьезное расследование общественными структурами, юридическими структурами, ФИФА может отстранить страну, которая, собственно, все это инициировала, да, без проблем. Дисквалифицировать и отстранить от всех международных соревнований. То есть им, по сути, никто не указ. Это самая настоящая масонская ложа. Но о том, что ФИФА заходит в тупик, говорит то обстоятельство, что эти люди, которые были увлечены британскими газетчиками, британскими таблоидами, эти люди с абсолютно незнакомыми персонажами готовы были говорить такие животрепещущие темы. Ведь обычно как устраиваются подобные сделки, назовем их так? Как правило, в этом деле бывает посредник. Я просто знал об одной такой истории в отборочном матче. То же самое, была договоренность там, за деньги, за какие-то преференции, но там посредником выступал агент. То есть все равно должно быть какое-то лицо, которое является гарантом сделки. Будь это договорный матч, будь это подкуп при голосовании, неважно. Должно быть доверенное лицо. Здесь люди чувствовали себя в безнаказанности при любых раскладах. То есть они готовы были вести переговоры, не зная, кто напротив них. Это означает, что они абсолютно уверены в себе и в своей неуязвимости. Это значит, что в организации, в которой они работают, это в порядке вещей. Вот и все. На мой взгляд, просто критическая масса уже в ФИФА как организации, критическая масса вот этих вот скандалов, она стала настолько чудовищной, что это все стало достоянием общественности. Раньше это было, но просто общественность об этом не знала. Да, мне кажется еще, что все-таки системный кризис в управлении футболом, да, он существует. И выборы, да, политика ФИФА по поводу того, где проводить чемпионаты мира. Да, вся эта история с проведением чемпионата мира в ЮАР, который вызвал, мягко говоря, нарекания. Да, выбор этот, судейство, то, что ФИФА очень консервативно, очень тяжело принимает решения и так далее, не успевает за тем, что происходит и в обществе, и в мире, и в футболе в частности, это совершенно очевидно. И этот чемпионат мира показал, какую бы хорошую мину ни делали чиновники ФИФА, все равно вот те проблемы, которые поднимали журналисты, может быть, иногда излишне
эмоционально, но они существуют действительно, и проблемы с судейством, и проблемы с выборами, и так далее, и так далее. Потом, вообще в таких организациях, больших, спортивных, международных, ведь коррупция, и то, что там она есть, и в том числе и в олимпийском движении, и в ФИФА, и в УЕФА, и так далее. Может быть, в УЕФА в меньшей степени, потому что страны другие, да, более, да, там есть рычаги все-таки влияния на этих людей. А когда принимают решения там, люди, которые там, представляют Таити, или представляют страны там, африканского континента, бедные, нищие, с невероятным процентом там, коррупции в стране просто, с психологией коррумпированной, просто коррумпированных людей. Мне кажется, с этим бороться очень тяжело. С этим бороться можно только если ФИФА действительно внутри себя начнет принимать какие-то решения и бороться с этим по-настоящему. Но судя по тому, что происходит, ты прав, когда люди готовы разговаривать с кем угодно, если они видят, что за ними какие-то деньги стоят, но в этой ситуации, конечно, не избежать вот этих больших скандалов. И я вот не уверен, что даже вот эта волна сейчас, которая пошла, но это серьезно. Но это серьезно, когда такую организацию, как ФИФА, обвиняют в том, что ее члены самого да, там, верхнего звена являются коррумпированными, это очень серьезное обвинение. Но я не уверен, что вот эта волна опять сможет накрыть и что-то изменить, там, смыть что-то. А не ФИФА опять не уйдет, не отговорится какими-то полумерами и так далее. Надеюсь, все-таки какое-то движение будет. Почему я надеюсь на это? После чемпионата мира было давление на ФИФА, необходимо принимать решение по видеоповтору, хоть в какой-то мере его использовать. И недавно я прочитал заявление ФИФА о том, что есть несколько вариантов применения технических средств для определения, пересек мяч линию или не пересек. И что в любом случае какое-то решение будет принято. То есть какое-то устройство будет внедрено. Там тендер, правда, мы можем сомневаться, что это за тендер. Может быть, какая-нибудь аффилированная структура ФИФА в результате подключится к этому тендеру. Да, здесь как раз не важно. Лишь бы не было моментов, как в матче Германия-Англия. Да, но факт в том, что ФИФА вынуждена принимать какие-то решения по этому поводу. И я думаю, что с коррупцией они тоже вынуждены будут как-то работать, принимать какие-то решения. Потому что ситуация, как я понимаю, просто критическая. Огромное количество журналистских расследований по деятельности ФИФА, книги выходят. Скажи, а вот как ты думаешь, случайно ли, что сейчас именно появилась вот эта вся волна? О коррупции в принятии решения, кому отдать чемпионат и так далее, говорили давно и писали давно о том, что не все прозрачно. Но сейчас остается всего месяц до голосования по чемпионату мира 2018 года. Да, 2018 года. Я думаю, что это не случайно. Я думаю, что это очень серьезное давление на ФИФА, чтобы они не приняли решение в пользу России. Потому что если будет решение в пользу России, совершенно очевидно, что в Европе, и прежде всего в самой Великобритании, начнется волна протеста и будут говорить, что это решение принято, опять же, исходя не из каких-то рациональных предпосылок, а за деньги. Но это совершенно очевидно. Вот. И то, что это британские журналисты, тоже не случайно. Да. Вот, поэтому, действительно, вот просто посмотрим на факты. Получается, что чемпионат мира в ЮАР, потом чемпионат мира в Бразилии, и потом чемпионат мира в России. Скажем так, эти страны не идеальны с точки зрения инфраструктуры. Вот, очень многое в них несовершенно. Ко всему прочему, достаточно высокий уровень преступности и в ЮАР, и в Бразилии. Про Россию как-то и не хочется говорить. А между тем, любой чемпионат мира – это приезд журналистов, причем элитных журналистов. Это приезд гостей, туристов, которые хотят проводить время в комфорте и в безопасной обстановке. То есть я думаю, что давление на ФИФА будет очень серьезным, если последует решение в пользу России. И этот скандал, это тоже аргумент, безусловно, это тоже рычаг давления, с тобой согласен. Да, я вижу, честно говоря, просто спланированную атаку информационную со стороны Великобритании, сколько бы ни говорили мои
друзья, британские спортивные журналисты, с которыми я это обсуждал, эту тему, сколько бы они ни говорили, что нет, но просто эта тема, которая, будет голосование, мы противники, мы должны все плюсы и минусы подчеркнуть, это нормальная история. Нет, все-таки, мне кажется, это абсолютно поставлено в план, это выходит там с периодичностью, причем муссируются практически одни и те же факты, да, это вот этот несчастный случай с Аденвинге, когда с этим баннером и так далее, эта история очень грамотно с точки зрения прессы и пиара была раскручена, поставлена во главу угла. И об этой ситуации, по-моему, знает уже весь футбольный мир, да, которая тогда произошла. Самое интересное, что через несколько дней после того баннера, где был изображен банан, в матче Локомотив Лозанна случился крайне неприятный инцидент, когда темнокожему футболисту Юсуфу бросили банан. Сычев подбежал, просто сразу схватил этот банан и выбросил за пределы поля. Вот. Но самое любопытное, что это тоже было на матче Локомотива и через несколько дней. То есть это явление системное. И с этим можно сказать, что они борются. И можно сказать, что болельщики на самом деле пока не понимают, как они навредили заявке России. Жутчайшим образом. Они не читают британскую прессу. Я думаю, что они в курсе всего, что они делают. В курсе. Это Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе. Мы говорим о важнейших событиях в мире футбола. И хотелось бы, конечно, нам еще поговорить в следующей части нашей программы о выступлении российских клубов в европейских кубках. А вернее, хотелось бы просто сделать такой анализ, все-таки, как мы выглядим в Лиге Европы и как мы выглядим в Лиге Чемпионов. И изменилось ли что-нибудь, если бы, допустим, ЦСКА и Зенит оказались бы в Лиге Чемпионов, выглядели бы российские клубы там по-другому. Вот об этом мы и поговорим.